Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Я рад приветствовать вас на первом матче украинского бильярда «Стрела». А принять участие в этом матче любезно согласились одни из наиболее титулованных игроков Днепра, а именно Евгений Талов, чемпион Европы, и Константин Кулик, финалист Кубка Европы по пирамиде. Но играть они сегодня будут не в пирамиду, а в новый, революционный бильярд. В чем же его революционность? А в том, что это первая игра на пирамидном столе, в которой можно ставить снукеры. Это достигается тем, что игроки должны попадать первым касанием битка, то есть белого шара, в два наименьших по очередности шара на столе, на выбор. Сейчас это красный и желтый шары. Для удобства просмотра вами игры, внизу экрана приведен график очередности шаров. Шары, в которые нужно играть, большего размера. Кстати, очередность шаров аналогична снукерной. Играя в очередные шары, игроки могут забивать как прицельные шары, то есть чужие, так и биток, то есть свояк. За забитие прицельного шара 2 очка, за забитие битка 1 очко и игра с руки из двух домов. Цель игры – набрать больше очков, чем соперник по окончании партии. Но вот сегодня вы увидите, насколько интереснее играть со снукерами. Увеличивается зрелищность и полностью меняется рисунок игры. Поэтому в бильярде «Стрела» всегда очень много интересных, новых и зрелищных ударов. И вот как раз посмотрите, какой удар делает Евгений Талов. Прячет красный шар за синий, а желтый шар за парочку розовый с черным. И Константину приходится играть из снукера. Ошибается Костя. Не попал ни в красный, ни в желтый шар. И это фол. Вообще при фоле есть три опции, которые может использовать игрок. Но в данном случае Женя ставит биток в любое место стола и может играть очередный шар или биток от очередного шара. Вот забивает желтый шар Евгений, получает 2 очка и может продолжить серию, играя опять-таки очередные шары. Да, вот забивает Евгений еще и красный шар, 4 очка у него, и теперь очередными шарами становятся зеленый и коричневый. В данном случае, как вы видите, нет прямого попадания в зеленый шар, но это не снукер, потому что можно попасть в коричневый шар. А вообще ситуация на столе очень интересная. В опасной зоне находится зеленый шар, и если отыгрываться на коричневом, то надо еще найти место на столе, откуда зеленый будет не опасен. И видно, это вызывает вопросы у Евгения. Ну вот какое-то решение принято. Абриколь играет Евгений. И получается снукер. И снова сложная позиция у Кости. А вот посмотрим на повторе с другой камеры. Вот первым касанием биток угодил в борт, а после этого в зеленый шар. Это абриколь. Евгений пытался даже, наверное, забить этот абриколь со второй идеей отбить зеленый шар от опасной позиции. А получилось вообще сказочно. Получился снукер. И снова у Кости сложная ситуация. Но вообще при правильном ударе тут и биток можно забить. Что и делает, наверное, Костя. Да, пытался два борта забить от зеленого в среднюю лузу биток Костя. Но снова ошибается. Схема выбрана не точно. Снова фол. И играет с руки, с любого места стола Евгений. Забивает коричневый, 6 очков у него. И можно играть в биток от зеленого в среднюю лузу. Забит биток. С поля не снимается ни один из прицельных шаров. Игрок получает 1 очко и право играть с руки из двух домов.
Теперь по правилам играть он может прицельный шар или только один раз подряд биток. Вот как раз забивает Евгений биток с руки, и теперь он может продолжить серию только атакой прицельного шара. Точен Евгений, забивает синий шар, получает 2 очка, но если бы в этом ударе упал биток, это был бы фол. Теперь, после забитого прицельного шара из дома, Евгений мог бы играть и биток, и чужой. Но получилось так, что в партии он набрал 10 очков, а в розыгрыше осталось 8 очков. И Евгений выигрывает партию. Как подсчитываются очки, оставшиеся в розыгрыше, я расскажу вам чуть позже. И почему это победа в партии, я также расскажу вам чуть позже. А пока поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал Стрела Billiards и переходите на наш сайт strela.pro для того, чтобы скачать подробные правила бильярда Стрела и больше узнать о новом виде бильярда. Ну что ж, у нас начинается вторая партия. И как раз есть возможность поговорить о начальной расстановке шаров. Как видите, шары устанавливаются в форме стрелы, отсюда и название этой игры. Черный шар устанавливается в середине стрелы, остальные шары в случайном порядке, с целью разнообразия ведения партий. Игрок устанавливает биток в любое место дома и может выполнять разбой в любой шар из стрелы. Разбой должен быть активный, по аналогии с бильярдом пирамида. Если кто не знает, что такое активный разбой, переходите на наш сайт strela.pro, скачивайте правила бильярда Стрела, и там вы все это сможете прочитать и более детально ознакомиться. Ну а после начального удара, как я уже говорил, игроки должны попадать первым касанием битка в один из двух наименьших по очередности шара на столе, на выбор. Правильный удар аналогичен правилам пирамиды, то есть после соударения шаров должно быть два борта или борт-перекат. Доводки все считаются аналогично пирамиде. И только в ситуации снукера, после соударения битка с очередным шаром, достаточно для правильного удара одного борта или переката средней линии стола. Ну, для чего это сделано? Для того, чтобы люди при выходе из снукера не делали сильных ударов просто с целью как-нибудь отыграться, а делали прицельные, осмысленные удары. Да, и именно по этой причине в ситуации снукера, то есть в ситуации, когда прямым ударом нельзя попасть в один из очередных шаров, игроки должны согласовать, что следующий удар будет выполняться из снукера, и поэтому после соударения битка и очередного шара достаточно одного борта или переката средины. Ну, я буду вводить вас в курс правил по ходу матча. А пока давайте вернемся к нашей игре, где Евгений отыгрывается. Выполняет отыгрыш на очередном красном шаре, делает два борта, как минимум, для правильного удара. И, как видите, оставляет возможность для Константина забить биток. Нет, не точен. Костя не забивает биток в правую угловую лузу. И, ну, в принципе, ничего и не оставляет простого для Жени. Женя в этих ситуациях всегда пытается поставить снукер. Ну, не всегда, но очень часто. Кстати, надо отметить, что у Евгения больше наигрыш в эту игру, чем у Константина, потому что именно Женя уделил много времени для тестирования со мной новой игры бильярда Стрела. Кстати, я в процессе комментирования совершенно забыл представиться. Меня зовут Виктор Барабан. Я автор идеи и правил бильярда Стрела. Ну и буду рад узнать ваше мнение о бильярде Стрела в комментариях к этому видео. Но вернемся к игре. Сложную позицию оставляет для Константина Евгений. И Косте надо как-то выйти из этой сложной позиции. Желтый шар был прикрыт розовым, а красный находился в сложной позиции для отыгрыша.
И ошибается Костя. Есть возможность у Жени открыть счет в партии. Точен Евгений. 2 очка у него. Очередные шары желтый и зеленый. Ну, атаки нет. Но Евгений находит очень интересный удар. Прячет биток за черный. Прячет, прошу прощения, прицельные шары за черный. Возмущается Костя. Но выходит из этого снукера без проблем. Хотя довольно сложный был удар. Короткое плечо удара было для выхода из этого снукера, для попадания в зеленый шар. Такие шары, такие удары достаточно сложны. Но удачно справляется с этим ударом Костя. Нет атаки для Жени. И опять-таки, смотрите, шикарное решение находит Евгений. Как он вообще, не устаю удивляться, как он в таких позициях находит шикарные тактические удары. Вот смотрите, это не снукер, но отыграться в данной позиции очень сложно. Из-за коричневого есть попадание в зеленый только в лоб или почти в лоб. Ну и в принципе нормально становится ситуация для Константина. Если система не смотрит прямо в лузу, то удар непростой. И, кстати, системой можно забивать и неочередные шары, первым касанием попадая в очередный. И вообще в бильярде стрела все случайные шары считаются. Если вы, конечно, попали первым касанием битка в свой очередный шар. Ох, какой хороший зеленый шар через все поле забивает Константин. Получает 2 очка. Очередные шары желтый и коричневый. Уводит биток на дальнюю половину стола Костя с атакой желтого в угловую лузу. Ну, у Жени, мне кажется, есть атака битка в правую угловую лузу. Да, атакует Женя, но не точно. Ограничено попадание в желтый розовым. И Костя отыгрывается от коричневого с атакой ближней правой угловой лузы. И вот смотрите, судья указывает на то, что синий шар находится рядом с бортом. Ну и, наверное, настало время рассказать вам еще одно правило бильярда стрела. Сейчас будет сложно. Расскажу я вам про еще одно уникальное правило бильярда стрела, а именно правило карамболя. Ну вот вы видели только что, что судья обратил внимание игроков на то, что синий шар находится в зоне борта. То есть расстояние между синим шаром и бортом меньше одного диаметра шара. И если шар в зоне борта отбить в активную зону ударом через борт, то игрок получает 1 очко. Ну то есть, допустим, сейчас Евгений играет в коричневый шар, например. После этого биток или коричневый делает борт или несколько бортов, попадает в синий и поднимает его в активную зону, то есть синий останавливается на расстоянии больше одного диаметра шара от любого из бортов на столе, то за такой удар Евгений получит 1 очко. Это в бильярде стрела, такой удар называется карамболь. Но для того, чтобы получить 1 очко, перед выполнением карамболя нужно заказать шар, который будет переведен в активную зону. И при выполнении карамболя должен быть задействован как минимум один другой борт, не тот, в зоне которого стоит заказанный шар.
Правила карамболя достаточно сложные. Рекомендую почитать правила бильярда «Стрела» на сайте strela.pro. И вот, как вы слышите, снова заказывает карамболь Евгений. Пытается битком от длинного борта подбить синий шар, стоящий на коротком борту, но немного не точно. Ну вот есть атака у Кости. Может играть он биток в угловую лузу. Не забивает Константин. Возможно, такой желтый может и играть Женя. Но все-таки выбирает что-то другое. Атака на коричневом. Да, на 2 лузы играл Женя. Прицельный шар забивал в левую угловую лузу. Биток пытался отправить в среднюю лузу. Ну, в принципе, ничего Константину простого не оставил. Костя аккуратно пытается играть коричневый шар в угол и, похоже, ошибается. Есть атака у Жени. Коричневый шар в среднюю лузу. Не точен Евгений, но казалось, шар не сложен. Но не справляется с этим ударом Женя. И есть опять-таки не очень сложный удар у Кости. Атака коричневого. Точен Константин. Отлично забивает прицельный шар. Вообще надо сказать, что прицельные шары это вообще визитная карточка Константина. Очень их он удачно играет. Его замечательная техника позволяет ему это делать. А вот посмотрите, какой замечательный удар находит Константин. Пытался за розовый поставить снукер. Снукер немного не получился, но сложный отыгрыш у Евгения. Ограничено у него попадание в желтый шар. И вынуждает его Константин отыгрываться от синего. Ну, не добивает Константин. Этот свояк. И уже Евгений может атаковать синий шар в угловую лузу. Ну, там, возможно, и биток в среднюю мимо черного на дуге проходит. Поэтому, в принципе, можно атаковать на 2 лузы. А Женя играл умнее. Атаковал синий, а биток прятал за розовый. В случае незабития синего мог получиться снукер. А в случае забития розовый становился очередным, и у Евгения не было бы проблем со следующим ударом. Ну вот позиция так складывается, что, наверное, есть какие-то идеи поставить снукер за розовый. Да, вот смотрите, замечательный снукер ставит Евгений. Вот в чем красота бильярда «Стрела». И посмотрите, вот еще какая красота бильярда «Стрела». Выходит из снукера Костя, и как выходит? Э, Практически забивает, практически забивает синий шар в угловую лузу. Замечательный удар от Константина. Ну и просто вот, ну скажите, где в пирамиде вы видели такой зрелищный удар? В них просто нет необходимости в пирамиде. А в стреле такие удары приходится волей-неволей делать игрокам, что интересно для зрителей и самих игроков. Ну вот, допустим, в комбинированной пирамиде или динамичной пирамиде, если бы вместо цветных были белые шары, игрок бы просто от дальнего белого тянул бы к себе в угол, и опять бы продолжалась вязкая игра. А тут мы посмотрели такой замечательный удар. Если бы Константин забил, это вообще был бы шедевр.
Ну, тут опять видим мы, что синий шар находится в зоне борта. В принципе, с ним можно выполнить карамболь, можно снукер попробовать поставить тонким касанием от желтого, куда-то повести биток за розовый. Но, как вы слышали, карамболь заказывает Евгений. И вот, смотрите, внимание, друзья, вот удается Евгению выполнить карамболь прицельным шаром. Посмотрим на повторе. Заказан карамболь синий. Евгений попадает в очередный желтый шар. Шар касается борта, не того, на котором стоит синий шар. Подбивает синий, выводит его в активную зону. И Евгений получает за этот удачный карамболь 1 очко. И к тому же получился хороший отыгрыш. Правда, из этого хорошего отыгрыша Константин чуть не поставил сложнейший снукер. Тем не менее, 1 очко Женя взял. Счет 3-4. А Константин все-таки смог поставить прекрасный снукер, сложный. Близко к розовому находится биток, что мешает, наверное, все-таки не мешает. Возможно, немного обводящего удара дает Женя. Да, выходит из снукера. Но вот видите, постановка снукера привела к тому, что вышел из снукера Женя, но оставил возможность сыграть биток для Константина. Да, сыгрывает Костя свояк в угловую лузу. Получает 1 очко. С поля не снимается ни один из шаров. И Костя может продолжить. Сейчас он бы мог играть 1 раз еще биток, но он, видимо, будет играть прицельный шар. Да, точен Константин. Серия 3. Очередные шары синий и розовый. Ну и, наверное, пришло самое время рассказать вам, как в бильярде стрела подсчитываются очки, оставшиеся в розыгрыше. Ну вот сейчас счет 3-7, то есть разница очков соперников 4, а на столе 8 очков. Почему 8? Потому что считается по 2 очка за каждый прицельный шар, плюс 2 потенциальных очка, которые можно набрать фолами, снукерами, забитием битка и выполнением карамболей. Почему мы взяли только 2 потенциальных очка, ведь их по сути можно набирать бесконечно? Ну, это сделано для того, чтобы игра не затягивалась, была динамичной и интересной для зрителя. Игроки теперь должны следить за тем, чтобы не сильно отпускать соперника в счете по ходу партии. Потому что, как я уже говорил, если разница очков соперников больше, чем осталось в розыгрыше очков, то тот игрок, у которого больше очков, выигрывает партию. Ну и теперь вы понимаете, почему в первой партии выиграл Женя. В 10 очков он набрал, у Кости было 0 очков. То есть разница очков соперника была 10, а на столе оставалось 3 прицельных шара, то есть 8 очков. И Косте уже не хватало очков для того, чтобы догнать Женю. Ну, вернемся к игре. Серия отыгрышей у нас. Ну и тут, наверное, тоже Женя попробует поставить снукер за черный. Ох, какой шикарный розовый шар забивает Евгений в угловую лузу. И вот, внимание, впервые у нас осталось 2 прицельных шара на столе. Теперь, как вы можете видеть по графику внизу экрана, синий шар очередный, а черный не очередный. За него можно ставить снукеры. То есть в черный шар сейчас попадать первым касанием битка нельзя. Это будет фол.
Также добавлю, что прицельный синий шар сейчас для Константина фреймбол. Потому что когда на столе остается последний шар, за забитие битка начисляется 2 очка, биток на поле не возвращается, подсчитываются очки и принимается решение об окончании партии. То есть, если Костя сейчас забьет прицельный синий, он поведет в счете 5-9, а на столе останется всего лишь 2 очка. Ну вот, большую часть правил я вам объяснил. Но все равно рекомендую перейти на сайт strela.pro, скачать и почитать полные правила бильярда «Стрела». И вот посмотрите, какой шикарный удар делает Костя. Ставит снукер за черный шар, который находится почти в середине стола. Такие вообще удары очень сложно исполнить. Женя удачно выходит из снукера. После солдарения с синим был один борт. Ну и повезло, ничего не оставил для Константина для атаки. Но все равно инициативой владеет Костя в данный момент, как и ведет в счете, в принципе. Ну вот просто отыгрывается Константин, не пытаясь поставить снукер. И как показывает наигрыш в эту игру, инициативу он может потерять такими простыми ударами, потому что очень большое преимущество дает постановка снукера. Поэтому если ты отыгрался достаточно просто, а тебе следующим ударом поставили снукер, то ты можешь очень легко все свое преимущество растерять. Ну вот опять. Ну сложно, действительно сложно ставить снукер за шар в середине стола. Пытаются это сделать игроки, в большей степени Женя. Это вообще его, скажем, один из любимейших элементов. Проконтролировать и прицельный шар точно, и биток с целью поставить снукер. Любит такие удары Евгений. Ну а Константин продолжает просто делать пирамидные отыгрыши, не давая сопернику забить шар. А вот неплохая схема удара от Евгения. И да, это снукер. Посмотрите, прекрасный удар выполняет Женя. Вот Костя недостаточно хорошо отыгрался для этой игры. И получает уже сложную позицию. И, кстати, посмотрите, выходит из снукера ударом массе, обводящим ударом. Должен добавить, что для выхода из снукера можно выполнять удары от борта или массе. Джампы, как в пуле, в стреле запрещены. И вот Женя получил преимущество, может играть свояк. Играет свояк, немножко не добивает, и вот не повезло. Жене, похоже, на подставку идет синий шар, после того, как ударился об губу средней лузы. Да, и заканчивает партию Костя. 5-9 он ведет. А на столе остался один шар, это 2 очка. Поэтому счет у нас 1-1. Ну, интрига завязалась. Оставайтесь с нами, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Стрела Бильярдс. Ну, нас ждет еще много интересного.
Друзья, я же вам до сих пор не рассказал про шары, которыми мы играем. Обращаю ваше внимание, что для бильярда «Стрела» используются специальные цветные шары Aramid Premier диаметром 67 мм. Эти шары изготовлены по специальному заказу компании Aramid. Именно этими шарами сейчас играют игроки. Новые шары легче, чем пирамидные. Весят они 266 грамм, что значительно повышает их контроль при игре. При этом диаметр этих шаров, как я уже сказал, 67 мм, и поэтому этими шарами можно играть на обычном бильярдном оборудовании для пирамиды. То есть использовать столы для пирамиды и кии для пирамиды. Эти шары не требуют, бильярд-стрела не требует замены бильярдного оборудования. Чем еще хороши эти шары? Тем, что они выполнены из смолы нового поколения. Они очень яркие, ими просто приятно играть. Прочитать про эти шары вы можете на нашем сайте strela.pro. В комплект шаров входит 8 шаров, 7 цветных шаров и белый биток с логотипом Aramid. И обращаю ваше внимание, что купить оригинальные цветные шары Aramid Premier 67 мм для бильярда «Стрела» вы можете только на нашем сайте. Мы имеем эксклюзивные дистрибьюторские права на эти шары от компании Aramid. Но вернемся к игре. Очень интересный удар делал Евгений. Желтым шаром пытался сделать карамболь с красным, но не поднял красный на игру. Касание было, но не поднял красный на игру. А биток прекрасно поставил в угловую лузу, практически даже забил. Вот с такой двойной мыслью был этот удар. Вот чем интересен бильярд-стрела. Вот такими новыми интересными ударами. Но сейчас не забивает Женя несложный чужой шар в среднюю лузу. Атакует свояк в угол Костя. Опять не удается ему забить. Ну, партия проходит в интересном русле. Много возможностей для игроков усложнить игру сопернику. И вот посмотрите, Евгений прекрасным ударом. Биток делает 2 борта. Желтый поднимает на игру и ставит в линию желтые и красные очередные шары. Это снукер для Константина. Выходит из него Костя удачно. Ну, Женя, наверное, попробует гнуть свою линию со снукерами до конца. А Костя верит в свою феноменальную кладку и пытается в атакующем стиле переиграть Евгения. Ну, мы знаем, что может он это сделать. Кладка у него действительно очень хорошая. Вот что и доказывает этот удар. Посмотрите, какой шикарный удар делает Константин. Штаны по пирамидному. Забивает красный шар в угловую лузу, а биток в другую угловую лузу. Ну, классические штаны. Молодец, Константин. Шикарный удар. 3 очка у него. 2 за прицельный шар и 1 за забитие битка. И может играть из 2 домов. Один раз может играть биток, но выбирает опять-таки прицельный шар Костя.
Забивает Константин без труда. Выходит на зеленый. 5 серия у Кости. Очередные шары зеленый, коричневый. Ну а вот биток забить не удалось. Ну ничего, 5 очков набрал. И захватил инициативу в этой партии. А Женя также не может распечатать эту угловую лузу в этой партии. И оставляет Кости несложный чужой. Да, справляется Константин с этим ударом. 2 очка серия. И хороший выход на синий. 4 очка серия. 9 очков набирает Костя. А в розыгрыше осталось 8, как вы видите. И счет уже 2-1 в пользу Константина. Но хорошим тоном в бильярде стрела является заканчивать серию. Как вы знаете, как в снукере. По аналогии со снукером. Люди заканчивают серию. Также и в бильярде стрела мы считаем, что это украшение для зрителей, большие серии. Поэтому просим игроков всегда заканчивать серии, даже после того, как они выиграли партии. И надеемся, что это станет традицией. Ну что ж, начинается у нас 4-й фрейм. Евгений Талов будет выполнять начальный удар. Попробует забить свояк в угловую лузу. Немножко перебросил Женя. Ну и, как вы уже знаете, игроки должны играть сейчас первым касанием битка в красный или желтый шары. Константин опять пытается забить штаны. Понравился ему этот элемент. Хочет его повторить. Здесь опять-таки рассмотрим позицию повнимательнее. Мне кажется, черный шар находится в зоне борта. Если это так, то есть легкий карамболь у Евгения. Но, правда, этот карамболь был связан с... А Евгений пытался поставить снукер. Да, черный шар находится в зоне борта. А карамболь с черным в прошлом ударе был связан с тем, что, наверное, не контролировал красный Женя, и поэтому не пошел на этот удар. Играет Константин, и падает случайный шар у него в среднюю лузу. В бильярде стрела такие удары считаются. Но зеленый не забивает Костя. Хотя, может быть, еще и... Нет. Второй случайный удар подряд не падает у Кости. Ну и всего одна партия осталась ему до победы. Евгению надо сконцентрироваться. Да, вот точен Женя. Забивает биток в угловую лузу. Оба, вы видите, красный и зеленый шар находятся в доме, в одном из домов, поэтому удар приходится выполнять с другого дома. Точен Евгений, забивает биток второй раз подряд. Теперь он должен играть только прицельный шар. Ну, точнее, он не должен его играть, он может продолжить серию, только забивая прицельный шар. Точен Женя. 4 очка у него. И очередными шарами становятся зеленый и коричневый. Ну и такой зеленый может забить Женя с выходом на коричневый. Нет, ошибается.
Поднимает руку. Видимо, невозможно забить коричневый с этой позиции. Мешает черный этому удару. Поэтому Костя вынужден отыгрываться на зеленом. Ну или забивать зеленый. Да, пытался забить Константин. Это ему не удалось. И отсюда коричневый уже, похоже, играется. Ну, там и зеленый в неплохой позиции для того, чтобы сыграть его в угловую лузу. Все-таки коричневый выбирает Женя. Удар точен. Очередные шары зеленый и синий. Посмотрим, что же придумает Женя в этом ударе. Ну, отыгрыш не очень удачный. А Константин вот как раз бил систему, пытался забить черный шар через синий. Ну и это по правилам разрешено. Получил бы 2 очка просто как забитый прицельный шар Костя. Игра бы продолжилась, просто старшим по очередности стал бы розовый шар. Никаких проблем в этих ударах нет. Кстати, черный занял очень хорошую позицию для постановки снукера. Можно сложный снукер поставить. Это и пытался сделать Женя. И, кажется, повезло ему. Да, давайте посмотрим на повторе. Вот ведет биток за черный шар Женя. И вот маленькое касание с черным приводит к тому, что биток вплотную практически становится за черный шар. И снукер сложный. Ну, кстати, для выхода он, возможно, и не очень сложный. От одного правого борта можно выйти. Но как поведут себя шары после удара, вот это вот неизвестно. Да, выходит без труда Костя из этого снукера. Ну и непонятно, есть ли возможность у Евгения забить один из шаров. Становится на удар по зеленому Евгений. И забивает зеленый в среднюю лузу. Ну, непростой удар с контролем битка. Биток на коротком борту, там, где ему и нужно быть. Вот посмотрим на повторе. Да, вот такого чужого интересного забивают в среднюю лузу Женя. И посмотрите, опять-таки в сравнении с пирамидой, но, допустим, все это, замените все цветные шары сейчас на белые, и, допустим, это комбинированная или динамичная пирамида. Ну, просто нет необходимости играть такого зеленого. Игроки никогда не показывают такие удары. Если бы вместо розового не было никакого шара, игрок бы играл простой, шаблонный свояк в среднюю лузу, в пирамиде я имею в виду. А если бы это просто были белые шары, то тогда все равно от розового бы играл свояк в среднюю лузу игрок. А тут мы посмотрели очень интересный удар на тонкой резке в среднюю лузу, которую в пирамиде, я думаю, никогда мы не видели, потому что в них просто нет необходимости в таких ударах в пирамиду. Ну, вернемся к нашей игре. 8-2 ведет Женя. Несложный свояк у него в угловую лузу. Да, справляется с этим ударом Женя. 9-2. Разница 7.
на столе 8 очков. И любой чужой для Евгения фреймбол. Победа в партии. Кстати, вот может одно очко набрать, сделав карамболь с розовым, допустим, сейчас Женя. Но все-таки выгоднее забивать шары. Продолжать атаку. И именно забитием добиваться победы в партии. И посмотрите, какой шикарный удар делает Женя. 11-2. Забивает дуплет в среднюю лузу. И у нас, друзья, контровая партия. Сейчас будет очень интересно. Ну что, выполнил начальный удар Константин в контровой партии. Ничего простого для атаки Евгения не стало, поэтому сейчас мы будем наблюдать тактические баталии. Ну, может быть, уже здесь Костя будет атаковать биток в среднюю лузу. Но нет, аккуратно отыгрывается Константин. И отыгрывается очень хорошо. Биток на дальнем коротком борту. Попадание в красный шар ограничено розовым. И ничего не остается для Евгения, как только отыгрываться на желтом шаре. Но неудачно отыгрывается Женя, и это даже фол. Да, сейчас Константин может поставить биток в любое место стола и атаковать как прицельный шар, так и биток. Кстати, есть вторая опция. Он может поставить биток в любое место стола, заказать отыгрыш и получить 1 очко, но при этом не должен забивать ни биток, ни прицельный шар. И третья опция, он мог передать позицию сопернику и получить 1 очко. Но Костя выбрал атаку, забивает красный шар, получает 2 очка и имеет прекрасное продолжение, связанное с забитием зеленого шара в угловую лузу. Но, к сожалению, зеленый шар не падает. И снова завязывается тактическая борьба. Сложный отыгрыш был у Константина. И ошибается он, прикатывает к дальней левой лузе зеленый шар. Неплохая возможность для Жени сравнять счет. Да, что он и делает. 2-2. И есть прекрасный выход на забитие битка от коричневого шара. Да, точен Евгений. 3-2 в его пользу. Может играть с 2 домов Евгений. Забивает коричневый. 5 очков повел Женя. И также есть отличный выход на синий. Забивает синий Евгений. 7-2.
Ну, это серьезная заявка на победу, тем более, что есть такой замечательный выход на розовый в среднюю лузу. Но не забивает Женя этот шар. А это был фреймбол. Если бы забил розовый Женя, повел бы он 9-2, а на столе оставалось бы всего 6 очков. Но не забил розовый, а Константин уже на месте. Начинает свою серию, начинает погоню Костя. Забивает биток от розового, а розовый переводит в хорошую зону, откуда можно продолжить серию. Но удар провалил. Очень толсто попал в розовый шар. Ну, в принципе, ничего не отдал. Но борьба продолжается. Посмотрите, как остроумно играет Женя. Как интересно сыграно. Оставил на месте биток Женя и свел розовый и желтые шары. Это снукер. Ну, Константин удачно выпутывается из этих сетей снукерных Евгения. Думаю, что-то подобное будет Женя делать в этом ударе. Да, вот тонкое попадание по розовому. И пытался опять-таки за черный поставить биток. Снукера не получилось. Но есть неплохой отыгрыш. А Костя делает интересный пирамидный удар. Оставляет биток за розовым, а желтый от 3 бортов ставил в угловую лузу. Очень хороший удар. И Евгению надо еще придумать, куда поставить биток, чтобы желтый шар был не опасен. Ну, отсюда, наверное, будет атаковать Константин желтый шар. Да, атаковал, но удар получился неточным. Ну что, после того, как Константин забил биток от розового, розовый шар для Евгения уже не является фреймболом, потому что если он его забьет, счет будет 9-3, а на столе останется 6 очков. И игра продолжится. Но тем не менее атакует Евгений розовый шар и немного не попадает. Константин ставит желтый на борт и розовый на борту. Но тут уже есть какие-то продолжения, связанные с карамболем, мне кажется. Просто отыгрывается Евгений. Есть ли атака у Константина? Наверное, нет. Да, и тонким касанием от желтого Костя ставит биток в зону ближней угловой левой лузы. Ну, вот такая тактическая у нас концовка этого матча. Пробовал сыграть карамболь Женя, но ошибся и даже поставил атаку для Константина. Забивает Константин биток в среднюю лузу и делает хороший выход
розового в угловую лузу. Ну и вот, смотрите, интересная складывается ситуация. Сейчас заказывает карамболь желтый Константин. И в то же время атакует розовый шар. В случае, если Константин выполнил бы удачный карамболь и вместе с этим упал розовый шар, то Константин бы получил 2 очка и продолжил свою серию. Дополнительных очков за карамболь он бы не получил. В случае, если бы он не забил розовый шар и вместе с этим выполнил удачный карамболь, то тогда он бы получил 1 очко за карамболь, но игра перешла бы к сопернику. Ну а так забил Костя розовый шар без карамболя. Счет становится 7-6. И вся борьба впереди. Теперь, как вы видите, 2 шара осталось на столе. Очередный шар желтый. Черный шар не очередный. За него можно ставить снукеры. Кстати, вот сейчас у Евгения фреймбол желтый. Почему? Потому что если он забьет прицельный желтый шар, как я уже говорил, на столе останется 1 прицельный шар. И когда на столе остается 1 прицельный шар, за забитие свояка игроку начисляется 2 очка. Биток на поле не возвращается. Подсчитываются очки и принимается решение об окончании партии. То есть Константину уже не хватит очков, чтобы догнать Евгения. Пытается забить дальний чужой Константин. Но как-то не очень пошли у него сегодня. Обычно он намного точнее их играет. Это его любимые шары. Ну и есть хорошая возможность для Евгения, чтобы выиграть партию и матч. Но нет. Ошибается Женя. Несложным казался этот желтый в правую ближнюю лузу. Но не смог его забить Евгений. И есть уже хорошая возможность для Константина. Ну, не забивает Костя и этот свояк. Волнение сказывается, видимо. Вот уже Евгений пытается поставить снукер. Максимально усложнить игру Константину. Но не угадал в размер. Очень сильно ударил. А Костя продолжает гнуть свою линию. Пытается нащупать дальний чужой. Ну и везет ему. Продолжения для Евгения, связанное с атакой, нет. Стал в зону борта черный шар. И может быть мы увидим какие-то карамболи в окончании нашего матча. Да, вот заказывал карамболь Евгений. Но не точен он. Хорошо отыгрывается Костя. Очень точно в размер попал. Сделал 2 борта. И не поднялся очень высоко желтый шар. Забить биток сложно от такого шара. И не пошел на этот удар Евгений. Карамболь заказывает Костя.
И посмотрите, каким оригинальным ударом сыграл Константин. Каблучком хотел сделать карамболь, но немножко не точно. Есть атака у Евгения. Но не точен он. Снова не получается забить биток в угловую лузу. Но какое-то волнение чувствуется в контровой партии обоих игроков. Ну и вот уже Костя забивает все-таки биток в среднюю лузу. 7-7 счет. И Костя может атаковать желтый шар в среднюю лузу. Это еще не фреймбол. Но если он сейчас забьет 2 шара, то это будет победа в партии. Мог он играть сейчас 2 вперед, потому что в этом ударе он мог забивать свояка с руки из дома. Но 2 вперед он не забил. И мы увидим концовку, при которой у Константина на 2 очка больше. Что из этого следует? Как я уже говорил, если на столе остается один прицельный шар, последний шар, то за забитие чужого игрок получает 2 очка. И за забитие битка игрок получает 2 очка. Биток на поле не возвращается, подсчитываются очки и принимается решение об окончании партии. Так вот, может так случиться, что забьет биток или прицельный шар Евгений. И счет в партии станет 9-9. Что же происходит в этом случае? В этом случае происходит ситуация выставления черного шара, Respot Black. В этой ситуации на заднюю отметку устанавливается черный шар. Путем жеребьевки определяется игрок, который будет выполнять первый удар по черному шару из дома. Первым ударом можно забивать черный шар в лузу. А биток первым ударом можно сыгрывать только ударом от борта. После первого удара можно сыгрывать как прицельный шар, так и биток в любую лузу любым ударом. Когда в ситуации выставления черного шара один из игроков забивает биток или прицельный шар правильным ударом, он выигрывает партию. Если в ситуации выставления черного шара один из игроков делает фол, это поражение в партии. Ну, возможно, мы сегодня с вами увидим ситуацию выставления черного шара. А пока давайте вернемся к игре. Вот как раз у Евгения есть хорошая возможность перевести матч в Respot Black. Не дотягивается Женя, берет машинку и уже с применением машинки попробует забить черный шар в правую нижнюю лузу. Немножко не попадает Женя, и борьба в последнем продолжится. Да, и не сказал я еще об одной ситуации, которая может произойти. Вот сейчас Евгений проигрывает со счетом 7-9. Но, допустим, последним ударом он забивает одним ударом и прицельный шар, и биток. В таком случае за забитие прицельного шара он получает 2 очка, и за забитие битка он получает 2 очка. И в сумме он получает 4 очка и выигрывает партию со счетом 11-9. Но это очень редкий случай. Ну что ж, отыгрывается Константин. Уводит биток на дальнюю половину стола. Но, правда, есть возможность забить черный шар у Евгения. Посмотрим, как пройдет этот удар. Не точен Женя. Ну и, наверное, уже выкатится черный шар на игру. Хотя нет, все-таки перекатывается опасную зону. Снова будет отыгрываться Костя. Неплохо контролирует биток, но разводит руки. Не очень он доволен контролем чужого.
Ну, посмотрим. Еще одна попытка для Евгения забить шар и перевести игру в Respot Black. Забивает Женя. И посмотрите, следом за чужим шаром падает биток. Понимает Константин, что забитые оба шара приносят Евгению 4 очка. И это победа Евгения в партии и в матче. Ну что ж, пожимают друг другу игроки руки, благодарят за игру друг друга. Не удалось нам с вами посмотреть ситуацию выставления черного шара или Respot Black, потому что Евгений Тало выполнил шикарный удар. Давайте посмотрим еще раз на повторе с другой камеры. Забивает Женя чужой шар, и следом за ним, как на ниточке, биток падает в ту же лузу. Ну, шикарный удар. Давайте еще раз с третьей камеры посмотрим повтор. Просто замечательный удар. И Женя выигрывает партию. Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте заканчивается первый матч по бильярду «Стрела». Надеюсь, вам понравился украинский бильярд «Стрела». Если так, то ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал «Стрела Бильярдс». Мы будем продолжать развивать этот вид бильярда. Так что следите за обновлениями на нашем канале. Скоро вы увидите новые видео. Слава Україні, друзі! Бережіть себе!